Сегодня у нас вторник. Дети пошли на тренировку. А я сейчас немного времени у меня есть. Пойду по магазинам и вышел к морю. Сегодня у нас вот такое море. Шумное какое, видите, волнистое. Но мне кажется, что в субботу, кажется, или в воскресенье, мне кажется, была сильнее волна. Идет дождик такой. Ну вот по луже видно. Не сильно, прям сильные, но все-таки. Почему в субботу и воскресенье было сильнее? Потому что вот эта волна здесь прям выскакивала наверх. Хотя сейчас тоже выскакивает. И тут прям такой, как висел, как туман. Такой мелкий туман. Это вся вот распылилась вода морская. Мы в ту сторону с детьми ходили, и было чувствительно. И не было дождя в воскресенье. Пустая вообще вот вся прогулочная зона. Никого нет ни в ту сторону, ни в эту. Дождь и рабочий день. Вот, собственно, два фактора, которые на это сильно влияют, на сегодняшнюю посещаемость набережной. Так что так. Я сейчас подожду, пройдусь немного, пойду по магазинам. Остальное, собственно говоря, ничего тут особо делать и нечего по такой погоде, сами понимаете. Не пойти, не погулять, никуда. Но, с другой стороны, сейчас читаю новости, там в Киргизия, Узбекистан, Кыргызстан, Узбекистан, где там еще прошел, такие достаточно сильные снега прошли. В России, в Краснодарском крае тоже. А здесь этот циклон не дошел еще, или, может быть, придет еще. В Стамбуле был сильный снегопад. У нас здесь такого нету. Вроде как и в Анталии что-то подобное было. У нас вот дождичок идет. Хотя в воскресенье мы на нескольких машинах видели снег. Этот снег, машины, скорее всего, откуда-то с горных районов съехали. Так больше на дорогах нигде они не встречались, этот снежок. Поэтому даже удивительно было снега видеть на крышах машин. На всей набережной вот одна машина только заехала сюда, на пешеходную зону. Обычно здесь не заезжает народ, потому что здесь полицейские гоняют. А сегодня даже полицейских нет. Так, ну что же. Сегодня дети наши уже пошли с поясами новыми, а другим детям будут выдавать пояса. Их там должны подвести. Так что теперь сегодня будут там все с новыми поясами. Здесь еще вот во многих местах вижу такие вот коробки огромные на столбах висят, видите? Там какие-то камеры накручены со всех сторон. Такие же стоят на дорогах тоже. Ну, во многих местах я встречал. Ну, как сказать, тоже расширяется эта сеть камер, которая за всеми следит, за порядком, так сказать. Наверное, с этого больше порядка, если их развешивают. Я думаю, что такая коробушка не маленьких денег стоит. Скорее всего, там интернет в ней есть и так далее. Ну да ладно, тут немножко я прошелся. Собственно говоря, пойду куда-нибудь под навес, чтобы не капало на голову. Заехал в Мигрос, добрал что-то пушастый, взял. Яйца, вот 30 штук за 34 лиры. Сметану, вон то есть у меня йогурт, который 22,50. Сегодня зашел, как раз была последняя, сегодня прям гора ее, 22,50. Взял молока еще по 6,90, пока акция. Что еще взял? Такой йогурт не стал брать, дети еще не скушали. Яйца купил вот по 34,90, 30 штук. Размер М, средний, так сказать. И курочку взял одну по 21,50. Вот это ГСД. Самую большую там выбрал какую. В принципе, все здесь. Здесь там сыр разный есть, вот я вижу. По акции. В мясе вроде как акции везде 98, начнули 89 оставили, но что-то акции такие все равно высокие цены. Все. Здесь сыр 53,90, 700 грамм, 600 грамм. Все равно высокие цены. Ладно, вроде больше ничего здесь. Вспомнил, что надо. Я еще в прошлый раз не нашел. Вот это не нашел. Дети едят хорошо арахисовую пасту.
Мне тоже акция. В принципе, все, пойду на кассу. И надо еще на рынок сходить. Там Оля мне кое-какие набросала списочек овощей и фруктов. Как мы говорим, тут нет снега, а санки продаются. Сколько они стоят, я, правда, не пойму. Это цена телевизора. Со смартом и без. А санки вот стоят. Цена, правда, непонятна. Интересно, какая ручка здесь. Ладно, рядом с великами санки, я пойду на кассу. Сегодня на рынок я попал опять в самую такую, как это назвать, уже все, собирают машины, видите, уже заехали грузовички, складывают свои вещи. Я сейчас вот тот список, что мне Оля написала, я даже не уверен, что смогу приобрести. Сейчас пойду посмотрю, постараюсь максимально все купить. И у нас вот такая вот погода. Пасмурно, уныло. Идет дождь сегодня целый день. С утра как начался и целый день поливает. Да, мы уже отзанимались. Сегодня мы получили грамоты. А вчера Пайсан. Ой, позавчера. А позавчера Пайсан. Следующие будут сине-красные, после них будут красные, после красных красно-черные, а после красно-черных черные Пайсан первые данные. Потом будем получать вот таким же экзаменом вторые данные, третьи данные. Но одна проблемка, черный пояс можно получить только в 15 лет. Нет, Больше лет. там самое главное требование, чтобы... Ты Мишу сними, а то он рассказывает, а снимаем дорогу. Повернись к нему. Еще раз. Вышли погулять. Чуть я себя снимаю. Ну ладно, вот себя на фоне здания соседнего. Стройка продолжается, очередной этаж там лепят. Мы вышли с детьми покататься на велосипедах. Сегодня так немножко пасмурно. Сейчас я переверну камеру в нормальную сторону. Хотя такого я ни разу не показывал нашу округу. Вон они, всадники апокалипсиса. Миша и Олег. Шутка юмора. Так. Что-то там гудит сегодня. Гремит, бринчит. Пойдем на набережную. Сегодня так пасмурно. Видите, все такое небо в облаках, в тучах. Все прям заволокло, как говорится. Ну, сухо, дождя нету. Ничего нету. Автобус едет наш. Местный, так сказать. Когда не нужен, он тут как тут. А когда нужен, идешь на трассу за ним. Катается. Вот прям до комплекса довез, да, как красиво живут. Пойдем, Миша? Он скрипит. Скрипит? Да, скрипит. Еще руль такой тяжело у него ходит. Да? Прям солнце разыгрывается, откуда-то через облака пробивается. Ребята вон они уже на набережной стоят. Олег велосипед что-то крутит. Сейчас посмотрим. Погода хорошая сегодня, в принципе, такая. Не дождливая, не комфортная, скажем так. Вот. Здесь елочками. Всегда вкусно пахнет елочками здесь. Шишечки здесь. Не всегда, весь год шишками стоят эти елочки. Где они их берут, не знаю. И какие-то немножко отличаются. Ну, классно смотрится. А эти вот еще подрастают скоро. Тоже вот здесь тень создавать, когда идешь летом к морю. Миша хотел пойти на песочке поиграть. Пойдем посмотрим, что там сейчас с песочком и морем. Миша нашел себе затею, камушки бросает в трубу. Там вода. Пап. Дождем налило, да. Ты не кидай, а то потом кран не подымет. Эта же штука в море потом поставят летом. Да, для симметрии.
Олег вон присел на корточки возле моря. Сегодня народу так много, кстати, тут на берегу гуляет. Кто-то бежит вон там, спортом занимается. Вот двое сидят. Ой, Олег вон морем наслаждается. Ну красиво, елки-палки, что сказать-то. Там рыбаков сегодня куча. Скорее бы уже потеплело, пойти искупаться прям хочется. Первые разы, конечно, будет холодно, я представляю себе. Но мне кажется, прям уже заждались мы этого дела. А здесь Михаил у нас верхолазит. Монтажник-высотник. Анекс Тур у дяденьки написано на майке. Это однозначно русскоязычный дяденька. Анекс Тур — это российская компания, российско-турецкая, туристическая. Мы с ней сотрудничали, когда работали с Олей в одной компании вместе. Ну круто, чё? Круто, чё? Сейчас, погоди. Дело к вечеру, мы вышли погулять. Дети на великах покататься. Кстати, вот здесь вот на углу уже опять в этом комплексе молодцы. Постоянно, как это сказать, в мангальной зоне у них постоянно народ. Все лето, я даже не вспомню ни одного дня, когда мы шли мимо, и там кто-нибудь что-нибудь не жарил. И сегодня опять то же самое. Вот один, а там в углу еще второй мангал стоят. Вот, так что молодцы. Мы сами любим, так сказать, что-нибудь на гриле приготовить. И последний раз у нас такой шанс был в Болгарии. Мы снимали квартиру на верхнем этаже. И у кого снимали, они сказали, говорят, вообще не парьтесь, жарьте прямо на балконе. Если что-то будут ругаться, говорит, вообще нет проблем. Жарьте, говорит, у нас здесь все, плитка выложена, вообще пожаробезопасно и так далее. И мы, собственно, раз попробовали, второй, третий. Единственное, мы жгли в том месте, где нет крыши. У них было много крыши накрыто. Еще было открытое место. И мы жгли там нету крыши. И на ограждении этого балкона, это же балкон все-таки, мы вешали наш коврик пляжный. Он такой большой. С одной стороны наш коврик сох, а с другой стороны мы за этим ковриком были не видны. Вот. Мы сегодня вышли погулять. Где-то градусов 11-12 температура в компьютере. В всяком случае так показывает. А по ощущениям так нормально, комфортно достаточно. Ну вот дети, видите, как одеты, в куртках, в шапках. К морю придем, сейчас скинем эти маски, можно подышать морским воздухом. У меня вот весь день сегодня лилось из носа. Это, засада постоянная, уже который раз. У меня тут однодневный насморк, он прям пробивает целый день. Редко бывает, когда на следующий день встаешь и что-то какие-то остаточные явления. Обычно все, утром встаешь, все нормально. Как будто вчера не было ничего. Единственное, что от постоянного сморкания натираешь нос. Вот, ну, там покраснение какое-то на носу. Это, уже который раз, который год уже меня это мучает. Честно говоря, надо что-то поискать, какие-нибудь варианты, как это все полечить. Хоть это, не знаю, сколько денег может стоить, ну, хотя бы понять, что это такое. Вот. Так, вот оно море уже. Шумное сегодня море, даже здесь слышно его хорошо. Значит, есть волна такая на море веселая. Вот. Миша катается, Олег велосипед поставил. Хотел, наверное, к морю подойти. Вот так вот. Сейчас время уже где-то около... Не, 7 час, 18:06. И я обращаю внимание, уже заметно день удлинился, потому что раньше мы в это время, если выходили гулять, то уже было темно, полностью темно, ничего не было видно. А сегодня прям все хорошо видно, замечательно, все. Хотя вот уже столбы светятся, народ гуляет. На травке сидят, видите, мужички. Просто гуляют. И волна такая. Сейчас машина промчится, пойду туда.
подойду. Вот оно, волнение какое сегодня у нас. Ну. Эх. Пляжик какой пустой. Олег любит смотреть на море. Так я даже не знаю, какой у нас знак зодиака, морской или нет. Мы с Мишей, ну, водный или нет, мы с Мишей очень тоже любим море и воду. Мы раки. Вот она, Миша катается здесь. Ладно, сегодня у нас, как вы говорите, у нас все одинаково. У вас, наверное, тоже так же. У вас, наверное, тоже есть море. Вы тоже можете им каждый день любоваться. Вот. Так что привет нашему морю от вашего моря. У кого-то море снега, у кого-то море. Уиу. Можешь маску снять, чтобы подышать морским воздухом. Шкет. Ладно. Котейки тут как тут уже, вон он, прискакали они. Как только видят новых людей, выходящих на пляж, сразу они прибегают. А Миша любит по этой штуковине лазить. Мы как-то снимали вам его в инстаграме. У нас есть видео, как Миша по этой штуке бегает. А так, кто нас давно смотрит, знает, что эта штуковина стоит вот здесь в море у нас. В море, и с нее при желании можно заходить в море и окунуться, так сказать. Вот на столько метров ты дальше оказываешься в море по ней. Хотя мы по ней и без нее ходили. Ну, такая вещь. Здесь она популярная, ставится на каждом пляже, она такая есть. Нравится людям, пускай ставят, почему бы и нет. И наш пляж один из первых, кто ее убрал, и на некоторых пляжах еще они стояли, и люди туда ходили с нее, заходили в море. Так что это волна какая-то прям на глазах расходится, прям ого-го. Класс, вот это, когда волна сильная, и ты на берегу, ты не в море, мне нравится. Вот. Ну, видите, как она тут бурлит. Класс. И хотя нормальная волна, можно и, в принципе, купаться по такой волне. Она оттуда казалась очень сильная, а здесь прям она комфортная такая. Эх, когда, скорее бы тепло стало. Эх, ладно, пойдем гулять. Тут спортсмен на роликах крутится. В шлеме, все как положено. С рюкзачком. Ну, одно из двух. Либо он уже устал, что еле ноги ворочит, либо, в общем, надо ему позаниматься. Хотя, в общем-то, видите, хорошо едет достаточно, уверенно, стоит на ногах. Пока что на наших глазах ни разу не упал. А мы здесь сели на лавочку. Олег, вот тут Миша вот прячется, вот он спрятался, так сказать, от всех. Дышим морским воздухом. Сейчас еще недолго и пойдем в сторону дома. Поздний вечер. Поехал в Мигрос, съезжу. Покажу вам, какая загруженность наших дорог сейчас в зимнее время. В зимнее ночное время. Вот. Сейчас время 8 часов вечера. Народу, мягко говоря, не очень много. Ну вот вы сами видите. Я выехал, вообще никого нету в мою сторону. Встречные немного встречаются. Школьный автобус мы сейчас проехали. Что здесь еще интересного? Заправочка рядом с нами вот здесь. Надо как-нибудь посетить будет ее. А, нет, это Медпетрол. Не знаю, что это за фирма. Кстати, посоветуйте, какую турецкую заправку нам рекомендуете вы посещать. Потому что их заправок много. Вот. А какая из них хорошая, трудно сказать. Здесь есть заправка подороже, Shell, например. И BP, по-моему, дороже стоит. Бензин у них. Но, сами понимаете, дороже это хорошо, конечно. Но не факт, что это лучше. Качество там будет.
Может быть, есть, так сказать, баланс и цены, и качества, которые вы нам подскажете. Так что, уважаемые зрители, рассказывайте, рекомендуйте. Мы совершенно не против таких вещей, нам интересно. Даже если, как говорится, нам в итоге может не понравиться, мы все равно обязательно съездим, посмотрим, как это сказать, попробуем. Вот, мы сейчас едем. Тут еще недалеко, в принципе, мне ехать до этого, до магазина. Мигрос большой, который здесь вот напротив Томюку, въезда в Томюк. Вот, посмотрим, есть ли вообще в него въезд и работает ли он сейчас, потому что непонятно здесь как-то все устроено. Ремонт дороги идет вроде бы. Как я понимаю, они ту сторону сделали, сейчас делают эту сторону. И получится ли... А магазин на той стороне стоит. Получится ли подъехать? Нет, не знаю. Ладно, сейчас если проедут, то, значит, тогда покажу. Вот у нас... Мы въехали в Томюк. Прокатнулся я напрасно. Магазин есть, заезда на его территорию, на парковку нет. Поэтому сейчас развернусь на ближайшем повороте и поеду в обратную сторону. Наверное, уже через населенный пункт, скорее всего. Ну, посмотрим. Повернул сюда, вот, по-моему, это то место, которое мы называем Третий мост. Я сейчас специально схожу, проверю. Здесь есть Carrefour, я в Carrefour сейчас зайду. Вот, что мне сейчас интересно. Так, БИМ, а вот следующее здание должен быть Carrefour. Сейчас пойду гляну, и тогда посмотрю, если там... Я вообще поехал за сливками 18%. Так, это... Вот он, Carrefour, не сюда. Carrefour мини, я приехал. Охранник здесь на входе, как положено. Пойдем глянем, что здесь есть. Молоко вижу, рис вижу. Осталось найти сливки. Теплище вообще обалденно. Очень тепло. Так. Макарошки. Кстати, как-то искал. Первый номер. Нет, здесь 13 есть. Вот какие-то такие вообще не видел. Рисовые написано. И вот 5.